Привет, друзья! С вами Артем Камалединов, и сегодня у нас на обзоре портативный гитарный комбо-усилитель от компании Nux, модель Mighty 8BT. Погнали! Ну что ж, я предлагаю сразу перейти к особенностям этого комбика, что его отличает от других моделей. Во-первых, прежде всего он создан для тех людей, кто играет или занимается вне дома. Расскажу почему. Здесь есть отсек для батареек, то есть он работает как и от зарядки USB, так и от батареек. Второй момент. Здесь есть очень удобные крепежи сбоку. Прицепив сюда специальный ремень, вы можете с ним ходить и играть. Не знаю, кто-то зарабатывает тем, что играет в электричках, кто-то играет на улице один или в составе бенда, кто-то называет это стритовать. В общем, такая история. И, конечно же, здесь есть все условия, все возможности, так скажем, для автономной игры в одного человека, то есть без ансамбля. Вы можете здесь запустить драм-машину, выбрать нужный вам темп, нужный барабанный рисунок, подключить сюда Bluetooth, запустить свой любимый бэкинг-трек. И еще очень крутая фишка, здесь есть микрофонный вход. То есть, если вы поете, вы можете подключить сюда микрофон, подключить свой инструмент, все настроить как вам нужно, и будет звучать полноценный ансамбль. А теперь давайте посмотрим панель управления этим комбо-усилителем. Начнем с этой ячейки. Что мы тут видим? Это инструментальный вход, ручка гейна, далее переключение различных каналов нашей гитары. Зелененький — это чистый, оранжевый — это овердрайв, красный — это дисторшн. Дальше ручка тона, ручка уровня, мастер, так называемый. Модуляция, уровень модуляции, различные там фейзер, хорус и так далее, и дилей, индикация Bluetooth, что мы к нему подключаем и активна ли она. Выход на наушники, и сейчас мы далее продемонстрируем, как он звучит. На задней панели у нас находится кнопка включения, разъем для питания, конечно же, отсек для батареек и разъем для USB, потому что вы можете сюда загружать прошивку и заряжать его по USB. Давайте вернемся к нашей верхней панели. Далее у нас идет ячейка, отвечающая за наш микрофон. Видим микрофонный вход, уровень регулировки нашего микрофона, посыл ревера. Ручка ревера отвечает как за гитарную секцию, так и за микрофонную, а этой ручкой конкретно на микрофонный вход мы подмешиваем сюда ревер. Далее у нас идет ручка драм-машины, кнопка тапки на нашу модуляцию, также она у нас активна на то, чтобы выбрать стиль наших барабанов. Ручка ревера и AUX-вход для того, чтобы подключать какие-либо внешние источники звука. Конечно же, как и большинство современных гитарных усилителей, моделирующих гитарных усилителей, у этого малыша есть функция рулилки через телефон. Предлагаю посмотреть, как это происходит. Мы с вами подключились, зашли в наше приложение, подключились по Bluetooth. И, как мы видим, здесь уже нам знакомый интерфейс, но вот в отличие, допустим, от каких-то других линеек Mighty, здесь немножко урезана, я вижу, вот иконка с пресетами. Предлагаю пробежаться, послушать, что как звучит, что как рулится. У нас здесь есть 3 пресета: чистый, овердрайв и дисторшн. Также мы здесь можем в каждом пресете менять настройки, ставить гейт, менять модель усилителя, ставить модуляцию, ставить дилей, ревер. Давайте послушаем, как это звучит. Ну, такой чистый, чуть-чуть реверочек есть. Давайте включим хорус. Можно добавить дилей. Здесь есть кнопочка тапки. В общем, функций немного, но они все самые основные. Вот если видите, здесь есть фейзер, тремоло, вайб. Предлагаю пойти дальше, послушать овердрайв. Здесь все то же самое. Мы можем с вами
накрутить достаточное количество гейна, поменять тон, уровень. Здесь есть, кстати, да, важно обратить момент на микрофонный уровень, и через приложение можно рулить настройки вашего микрофона. Также есть модуляция, также все. В общем, все эти функции работают на каждый пресет. Да, друзья, здесь еще есть такой нюанс, что, к сожалению, мы здесь не можем поменять модель усилителя, в отличие от каких-либо других линеек, которые, возможно, вы смотрели. Мы вот снимали недавно с ребятами обзор, там было просто куча возможностей по кабинетам, по комбикам. Здесь, к сожалению, этого нету, но зато эта история, она для уличной всякой штуки. Давайте послушаем еще, как у нас с вами звучит овердайв. Давайте чуть-чуть добавим гейна. Может быть... фейзер у нас стоит, да, уже. Включим с вами фейзер. Уже слышим, как там заводится все. Но чересчур экстремально, но я думаю, что функция понятна, что, в общем, все функционирует, все работает. Давайте перейдем в вкладочку Distortion. Тут уже видим достаточное количество гейна. У нас активирован гейт. Модуляцию, я думаю, не нужно. Ревер давайте тоже... ревер у нас включен. Дилей не будем включать. Так, как это звучит у нас? Давайте посмотрим, какие вкладки у нас есть еще. Вкладка Drums. Драм, прошу прощения. Здесь мы можем выбрать, естественно, метроном, заниматься под него и поменять стили нашей драм-машины. Выставить темп и выставить нужную нам громкость. Ну, в общем, достаточно основной такой стандартный набор, я бы сказал. Давайте пойдем дальше. Дальше вкладочка с минусами. Ну, как мы видим, тут классический набор от компании Nux, который у нас, я так понимаю, в приложении вшит и распространяется на все комбики этой линейки. Треки каких-либо артистов, да, и бэкэнд-треки с разной тональностью в разных стилях. Дальше кнопочка Settings – это основные настройки нашего приложения и подключения к Bluetooth. Друзья, как вы заметили, весь обзор мы снимали звук, точнее, с выхода на наушники. Предлагаю послушать сейчас, как звучит комбик, снятый микрофоном. Для начала чистый звук. Что, давайте подведем итоги по нашему портативному комбо-усилителю. Маленький размер, можно брать с собой, можно вешать на ремень, на плечо. Батарейки
Классическое питание, питание USB, конечно же, приложение с телефона. Функции урезаны, да, но, как по мне, есть все самые основные моменты. И я вообще считаю, что вот чем меньше каких-то крутилок, тем больше вообще стимул заниматься, стимул как бы найти свой звук. И здесь все это есть, все самые основные настройки, да, если мы говорим про гитару, чистый кранч-перегруз. Что еще нужно? Модуляция, эффекты. Да, немного, но все звучит достаточно достойно в рамках этого форм-фактора. Микрофонная секция. Если вы поете и играете на гитаре или наоборот, это ваш выбор. Если вы путешествуете, даете какие-то перформансы, уличные концерты, это ваш вариант, и я бы однозначно советовал обратить внимание на этот усилитель. Вообще, друзья, пишите свои комментарии, что вы думаете о компании Nux, а конкретно этом комбике, и вообще об вашем опыте использования таких портативных историй, как вы с ними где-то выступали, давали концерты или вы занимались дома. В общем, нам интересно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик. Я Артем Камалетдинов. Увидимся. Кнопка включения, отсек для батареи. Стоп, давай вот этот момент, что еще хочешь сказать, не потом покажем, просто рассказывай, потому что это просто под съем туда вставится. Что на задней панели, там вот эта стенка... Я случайно крутанул, да? Ну, Чуть-чуть. ну это что? Да? Блин. Ну давай сдали вот.